Привет, друзья! Привет, привет! Привет! Сегодня у нас 4-й день работы, сегодня намечается рутина. И сегодняшний ролик я решил посвятить такому чему-то, о чем я думал давно. То есть как-то консолидировать вообще вот всю вот эту мысль, что вообще происходит на этом канале, зачем оно происходит, нужно ли это и это ли это. Вот что. Триггером к сегодняшнему ролику, к такому формату, к такому наполнению сегодняшнего ролика выступил диалог в комментариях с нашим подписчиком, который имеет свою точку зрения и искренне ее высказал. Насчет новодела, насчет реставрации лепнины, восстановления лепнины. И я решил дать такой как бы развернутый ответ. И вот написал тут целую пачку тезисов, на которые как бы я буду отвечать. Не на сами комментарии, а на некие тезисы, которые... Часто задаваемые вопросы. Можно так сказать? Можно. Не озвученные, часто задаваемые вопросы. Или редко озвучиваемые. Угу. Первое. Зачем вообще нужен этот канал? Как он вообще появился? Вот вы ни за что не угадаете. Даже Саша сегодня была удивлена. Она не знала, почему. Да, я первый раз узнала вообще, почему так. Ну... Такая вот какая-то тайная тайна, зачем и как он появился. А этот канал появился как, не знаю, в пику, как говорится, супротив канала Владислава Саханова. Угу. Кто-то из вас знает этот канал, Владислав Саханов, старый фонд, демонтажи в старом фонде, полы. Он делает стяжки по профлисту, полный демонтаж в старом фонде и так далее. И я подумал о канале и вбивал старый фонд, например, в поиске на ютубе, а мне там целая пачка роликов Саханова. А что это значило? А это значило то, что человек, который вбивает старый фонд, вообще он купил квартиру или собирается купить, он купил что-то в старом фонде, либо он заходит в YouTube, этот человек, который хочет как-то связаться со старым фондом и видит там что? Демонтаж. Только демонтаж. Получается, это некая безальтернативность существовала. То есть люди, некоторые люди, они реально задаются, в данный момент даже, задаются вопросом, а что так можно было? Что можно было оставить и не сбить? Потому что стандартно выглядит так. Человек покупает квартиру, призывает с сайтов каких-то там фирм, которые занимаются старым фондом, призывает прорабов, и прорабы ему что сразу говорят? Это старье, сбивайте это нахрен вообще. Это все не имеет права на жизнь. Никогда. Все сносим и делаем по новой. Человек остается без альтернативы. Вот. И даже здесь на канале были комментарии такие, а что, так можно было? То есть, а у меня все снесли рабочие. И вот так, в таком роде. Да, так можно. Можно восстанавливать. Можно не сбивать. Не обязательно сбивать и делать новое. Особенно это касается города Санкт-Петербурга, где очень много домов-памятников и где нельзя сбивать. Может быть, в других городах можно все снести, но в Петербурге сносить нельзя. А если можно, то очень осторожно. Некоторые, конечно, все сносят, делают реплики, полную реплику того, что там было в квартире, в доме-памятнике. Потому что квартиры имеют обременение в виде лепного декора, в виде печей. Печи, лепной декор, карнизы. Вот. Нельзя просто так взять и выкинуть. И поэтому у этого канала как бы основные две первичные функции. Это функция просветительская, да, можно. Не просветительская в плане гайдов, как правильно, нет. Просветительская в плане можно, ребята, смотрите, можно восстановить, есть возможность. И вторая как бы функция, цель канала, это, естественно, реклама. Реклама нашей деятельности. А почему да? Мы это делаем, мы показываем. Смотри, как мы делаем. Я реально не знаю своих конкурентов. Ты знаешь своих конкурентов? У меня нет конкурентов. У тебя нет конкурентов. Кто-то занимается этим в городе. Конечно, есть какие-то люди, кто это делает. Как они делают, что они делают, я не знаю. Я не знаю их цен, я не знаю их способов, ничего. Кто-то есть. Я уверен, что как пару десятков людей на весь город найдутся. Ну, на город, сколько сейчас Петербург, наверное, 10 000. Просветительство и реклама. Вот зачем этот канал был создан. 2 года назад, 13 числа, 13 мая будет 2 года.
13 числа, 13 мая 2021 года будет 2 года этому каналу. Вот так. Будешь отмечать? Будешь отмечать? Буду, конечно. Шампусиком. Шампусик. Шампусик, шампурик. Шампурик и шампусик. Да. Такие дела. Пойдем дальше. К следующему пункту. У меня там лежит листочек, я там подсчитываю. Большая цель наших действий, как я его озаглавил. Пункт такой большая цель. Саша тоже удивилась. Когда ей показал этот тезис, и она... Что у нас есть цель. Оказывается, у нас есть какая-то цель. Ну, у меня она есть, а у Саши, оказывается, не знаю, какая. Моя цель, то у тебя. Ну, это, да, твоя цель. Ну, у Я нее... тебе помогаю. Она мне помогает делать мою цель. В чем состоит моя первая основная цель действий? То, что мы делаем, как и зачем мы делаем. Я верю в будущее. Очень верю в будущее. Я верю, что в будущем все будет лучше, чем происходит сейчас. На самом деле. И я стараюсь оставить тем будущим, тем реставраторам, кто они там будут, не знаю, кто-то. Я хочу им оставить базис. Вот то, что было, старое. Не изменяя его. Сломанный карниз, пускай будет сломанный. Прогиб существует где-то, пускай будет прогиб. Я оставляю ему максимум, а он пускай там уже разбирается, что ему с этим делать. Я нашпаклюю чем-то, заштукатурю, он разберется там, потом лет через 50, когда он доберется туда, тот, кому надо будет, он разберется, чем это все удалить. Удалить можно будет. Как бы там ни было, у него останется базис. Вот так. Исторический базис. Да. Может такая гипотетическая ситуация возникнуть, что с такими темпами демонтажей, которые происходят сейчас по городу Санкт-Петербургу, что в доме, в старом доме, да, останется всего одна наша сделанная квартира с историческим интерьером, а все остальное снесут и заклеют, там, не знаю, там, полиуретаном, например, гипсокартоном любимым. Все заклеют, все переделают, и исторического ничего не останется. И придет какой-то момент реконструкции дома, например, придет какой-то момент реконструкции дома, например, когда-нибудь потом сменится власть, сменится все, когда-нибудь до этого дойдет. И надо будет реконструировать, досочки-то сгниют везде, погниет все, и надо будет что-то делать. А с чего взять? А мы им оставили. Вот что. Мы им оставим. Вот он, родной размер, вот она, родная розеточка. Вот он, карнизик, все вам есть. Берите, пользуйтесь, ребята. Так мы будем жить в будущем. Человек, я считаю, что человек живет в памяти о нем. Мы живем очень мало. Вот так, я думаю, по этому поводу. Так что вот она и есть, большая цель действий. Такая она. Оставить максимум потомкам. Потомкам. Пускай там разбираются, что они там будут делать с этим. Такой неоднозначный пункт. Реставрация ли то, что мы делаем? Можно ли назвать это реставрацией? У нас тут не срежиссировано все. Вот вы как считаете, Александр, можем мы назвать реставрацией то, чем мы занимаемся? Это вопрос сложный, и мы сразу же переползаем к вопросу о материалах. А я тут при чем? Я что, тебе материал или что? Ты туда не смотри, ты когда говоришь, туда смотри. Ну, только. я не знаю. Что ты мне вопрос задаешь? Что? Не знаю, я не знаю. Реставрация или это? Я склонна называть это ремонт, потому что ну, есть как бы, понимание, что такое реставрация, и чтобы уберечь себя, мы будем заниматься ремонтом. А я буду называть реставрацией ролики, потому что иначе YouTube вам не покажет по запросу реставрации, если я буду называть это ремонт. Не знаю, это неоднозначный вопрос, далеко не однозначный. Правильная, теоретическая, правильная реставрация, которую преподают тем людям, которые потом ею не будут заниматься, естественно, в институтах и везде, она не предусматривает современные материалы. Никак. Никак вообще. Единой технологии производства подобных работ не существует. Если вы найдете где-нибудь на полке магазина, или хотя бы где-то в интернете, или в зачаточном состоянии, и в голове у кого-то, вдруг найдете брошюру, вот будет брошюра, на которой будет написано пособие по восстановлению, ремонту и реставрации
жилых помещений в старом фонде города Санкт-Петербурга, руководство, материалы, алгоритмы, 2021 год, применение современных материалов. Если вы такое найдете где-нибудь, дайте знать об этом. Нет, ничего, ничего нет вообще. Да, по идее мы должны бы использовать известь на известь, это было бы правильно, но тому есть субъективные и объективные причины. Это сложно, это намного удорожает, это очень трудоемко и, как бы это сказать, короче, приходится этим дышать. Короче, это не дыхабельно, not breathable. Это всегда надо в респиратор или еще как-то, потому что это известь сожрет вам легкие вообще. А по-другому рядом с ней не дышать ею, не дышать, там, когда ты что-то ошкуриваешь, либо когда ты что-то куда-то пересыпаешь, невозможно. Короче, это постоянный кашель, постоянные слезы из глаз, постоянные аллергии и постоянные аллергические реакции, там, руки и так далее. Кто помоложе, да, там, я помню, мы лили себе в глаза этот растворитель, там, с потолка, да, он капает, там, мы чистим, ну что, ха-ха, мы молодые, я говорю, я молодой, толстенький, пышненький, ах, хорошо, лью в глаза себе растворитель. А сейчас у Саши, например, аллергия на акрил, на банальный акрил. То есть мы начинаем работать грунтовкой, и у него начинают сразу краснеть руки. Ну, не совсем так, но... В общем, профессиональная деформация происходит с годами. Это неправильный термин. Это не деформация. Профессиональная деформация — это у хирургов, когда он тебе режет селезенку и думает, что это пластилин. Да. Хорошо. Короче. Происходит накопление. Когда у тебя накапливаются какие-то токсины в организме, они выводятся. И поэтому у тебя раньше не было этой аллергии. От акрилов ничего у меня не краснеет, и я понимаю, что я начинаю болеть, и это аллергическая реакция на акрилы, на акриловые краски, вот эту акриловую взвесь, которая находится в воздухе при окраске. Вот, то есть я это сразу чувствую, это вот со временем появляется. То есть я не аллергик. Я более того скажу, что правильно использовать правильные смеси, кто сейчас в России использует правильные смеси, я думаю, что очень мало кто, это только могут себе позволить не только лишь все, не всякие храмы даже. В массе идет использование более практичных, более удобных, более, скажем так, оперативных в работе смесей. Проще. Так, а рунит мы будем упоминать? Так, что рунит? Ну, все реставрации сейчас в городе, везде, где предписано, что должны быть известковые материалы, они делаются одним единственным производителем в городе известковых материалов. Это рунит, который очень сложно раздобыть в частном порядке, в небольших количествах, а им это просто неинтересно. Мы сталкивались с этими сложностями. Отчасти мы как раз-таки после того, как мы просто не могли материал, причем необходимого качества заявленного, мы не могли просто приобрести те материалы в нужном нам количестве, и мы от него отказались в пользу готовых гипсовых материалов, которыми гораздо удобнее и быстрее работать. Вот. С известковыми там очень, ну, вообще к руниту много нареканий. Не буду там полностью озвучивать. Ну, они монополисты, что ты хочешь от монополистов? Ну да, есть Петромикс, но это так, они намного там, они там... Их также не купить. Да, их не купить, кстати. Ну, как бы через что-то там, через 15 каких-то там, через организации можно их достать. Но я помню этот прекрасный рунит, я помню восстанавливаемый, реконструируемый дом. Я помню, как нам надо было выдолбить посадочное под какой-то фриз, и мы такие раз, вырезаем его, а оттуда сыпется песок. Не промес. Не промес в мешках. То есть оттуда просто высыпалась штукатурка. Мы забурились там на сантиметра 3-4 штукатурка, она оттуда давай сыпаться, песок. Ну, как бы монопольное положение, оно дает свои штучки, да. Так что удобнее работать все же удобными смесями в данный момент. Я очень хотел бы поработать известью и надеюсь, что мне когда-то удастся нормально поработать, прям нормально, как оно должно бы быть. Но пока в своей ценовой политике мы до такого не дошли. Нам, ну, как бы это будет не оплачено. А я не готов, ну, как бы на альтруистических началах это невозможно в данный момент. Было бы возможно, можно было бы сделать. Так вот, реставрация ли то, чем мы занимаемся? Я не знаю, я для себя называю, да. Это рестор. Почему? Это восстановление, ну как бы рестор. Мы восстанавливаем. Восстановление, ремонт, реставрация. Это одно и то же.
собственно. Я для себя называю да, это реставрация. Но вы можете называть это по-другому, и вы можете называть это по-другому, и вы тоже там можете называть это как хотите. Я так называю для себя. Нужно оно или не нужно? Вот другой вопрос, к чему мы и перейдем сейчас в этом следующем пункте. Что делать? Надо ли восстанавливать и нужен ли новодел? Перед этим следует учесть два очень таких важных момента. Момент первый, что альтернативой вот такому вот восстановлению всегда будет снос. То есть человек, собственник, никогда вот так не оставит. Он делает ремонт у себя в квартире. Зачем? Это аварийно. Он так не оставит. По-любому. Вот просто законсервировать. Может кто-то так и делает. Самое правильное, наверное, решение было бы консервация. То есть закрыть там гипсокартоном, опуститься ниже, но это украсть в себя потолок. И оставить на потом. С риском, что оно свалится. Либо прикрутить там сетку какую-то, рабицу. Вообще все. Укрыть сеткой, чтобы оно не свалилось хотя бы. И жить так. Как вариант. Но в большинстве случаев альтернатива это всегда демонтаж. То есть либо мы восстанавливаем и оставляем на потомкам, либо это будет снесено и будет какой-то новодел. Реплика, либо вообще левый новодел, дизайнерский ремонт там будет. Вот. Это первое, что следует учесть при вопросе, что делать, восстанавливать, либо новодел. И второе, это наличие людей, которые любят старое. Представляете? Есть такие люди, я уверен, что они есть среди вас, кто очень любит старые вещи, кто любит душевность старых, каких-то состаренных временем вещей, деталей интерьера и так далее и тому подобное. Просто есть любители старого, которые, собственно, и являются нашими заказчиками. Как ты все это сказала, что мы же, мы же не бегаем, типа, давай мы вам сделаем тут реставрацию. Не, мы никого не принуждаем, и эти люди сами нас находят. То есть у человека есть цель и желание оставить именно старое. То есть мы никого не заставляем, что вот человек хочет, снести, поставить гипсокартон, все обновить, вот, а мы его заставляем, не, давай мы тебе отреставрируем. Палкой по горбу, я тебе снесу сейчас, снесу, давай, я буду делать. Нет, просто мы друг друга находим, я лично удивляюсь, как это происходит вообще, на самом деле, что такие люди есть, и они находят именно нас, и мы вот этим занимаемся. Вот, так что кто хочет полностью заменить лепнину, если это можно, тоже не надо забывать об этом, то, пожалуйста, обращайтесь к другим людям, которые этим занимаются, и это прекрасно все делают. То есть никто не против. Вот. Делайте, как вы желаете. Нам приходилось и будет приходиться когда-то что-то сносить и когда-то что-то менять. Но на это должны быть какие-то веские причины, чтобы что-то снести. Нам приходилось так делать, когда надо там заменить что-то, и надо для этого что-то срубить. Но мы стараемся минимизировать вот такое деструктивное воздействие на старые, на исторические какие-то детали. Минимум вреда. Не навреди. Принцип первый. Не навреди. Естественно, что минимальный вред, опять же, я поднимусь вверх, по этому спичу и скажу, что минимальный вред будет консервация полная. То есть, когда вы закрываете просто над собой гипсокартоном, либо натяжным потолком, оставляете продухи, чтобы это все дышало, это самый безвредный метод. Но когда вопрос стоит в том, что здесь надо жить, и надо, чтобы это было удобоваримо, и хочется, чтобы это было видимым все, и хочется в этом жить, в таком интерьере, естественно, стоит вот такой выбор: снести либо оставить. И еще раз повторю, не навреди. Минимум вреда. Я руководствуюсь этим принципом. Надеюсь, вы тоже руководствуетесь. Минимум вреда. Минимум вреда базису. Он главнее нас. Он будет жить дольше, чем мы. Я в этом верю. Ладно. В рамках разговора про реставрацию новодел или восстановление новодел, кто как назовет, естественно, будет уместно затронуть цены. Поскольку, вернемся в самое начало, это все-таки результат диалога в комментариях, и там был разговор про цены, что, дескать, вот это очень дорого, а новодел будет не очень дорого, менее дорого, например. Так вот, что я хочу вам сказать, друзья мои. Всякий раз, когда вы смотрите на карнизы, на лепнину, вообще на все такое,
Вы можете сразу себе в голове прокрутить одно слово. Это слово называется излишество. Потому что это роскошь. Роскошь. Не всякий может себе позволить роскошь, иначе она не будет роскошью. Это излишество, это не необходимость. Необходимость – это иметь над головой крышу. Необходимость – это иметь стены, а вот гладкие стены – это уже не необходимость. Потолок – необходимость. Натяжной потолок прекрасно справляется с решением этого вопроса. Но вы же не хотите натяжной потолок, да? Вы хотите все-таки, чтобы было как-то получше, покрасивше, по монолитней. Это роскошь. Может ли быть роскошь дешевой? Как вы думаете? Вы как думаете? Нет. Не может роскошь быть дешевой. Не может излишество быть дешевым. Потому что это титанический, это какой-то сверхзапредельно затратный труд. Именно ручной труд. А таков он, потому что его нельзя автоматизировать, и потому что можно сделать одним человеком, можно сделать мало излишеств. Если бы можно было автоматизировать и сделать что-то быстро, оно бы не было бы роскошью, оно было бы общедоступным и не было бы излишеством. Может и было бы, но стоило бы дешево. В этом не было бы ничего. Это задумывалось изначально. Те помещения, в которых мы находимся, в которых мы работаем, они задумывались как статусные. Это помещения в доходных домах, которые сдавали в аренду богатым людям. И для их привлечения, для их статусности здесь изготовлена лепнина, здесь изготовлены розетки, карнизы и все такое. И здесь высокие потолки. Именно для этого, потому что это копия, маленькая, уменьшенная копия дворцов. Вот и все. Анфиладные двери туда же. Дворцы, маленькие дворцы. Вот так. И вот, возвращаясь к ценам. Ой, цены. Мы там в диалоге с нашим подписчиком, с нашим зрителем сравнивали как бы гипсокартон. Он говорил, что проще взять гипсокартон, все снести, гипсокартон на потолок, и новодельные карнизы, и новодельную как бы розетку там, или новодельные углы. Снять копии со старых. То есть спустить вниз, снять с них копии, обработать немного и вернуть назад. Карнизы, естественно, новые гипсовые. Ну, как бы как копии вот этих штукатурных. Так вот, начинать надо не с потолков гипсокартонных. Пускай будет это сравнение. Ну, корректно, так много кто делает. Давайте подумаем все же. Итак, мы делаем новый гипсокартонный потолок. Можем ли мы оставить старые стены кривые? Нет. Мы их не оставим. Мы будем с ними что-то делать. Тут такая ремарка, потому что я потом забуду. Всегда помните, что меняя что-то в помещении, вы меняете его линейные размеры. Соответственно, у вас будет не то помещение в случае продажи. Если что, и грамотный, кто там брокер или кто там риэлтор, сможет хорошенечко прижать кое-кому кое-чего. Если пройдется с рулеточкой и посмотрит в план. Угу. Так вот, делая ровный потолок гипсокартонный, мы вынуждены делать ровные стены. Будет это штукатурка, будет это гипсокартон, скорее всего штукатурка. Если мы демонтируем потолок весь, что на стенах оставлять старую штукатурку, да зачем она нужна? Давайте ее выкинем. Итак, это демонтажные работы по всему помещению. Это раз. Вывоз мусора. Не знаю, сколько где чего стоит, но в Санкт-Петербурге одна машина 2 тонны стоит 5, нет, каких 5, 1007, наверное, сейчас. Демонтаж. Вывоз мусора. Убрали все. И теперь возводим стены из гипсокартона, потолок из гипсокартона. Угу. Но обязательное условие. Возводим мы нормально, нормальными людьми. Не кое-как там за минимальный прайс, а берем нормальных людей, которые нормально нам сделают, из нормальных материалов. Угу. Сделали мы вот это вот все, потом мы возвращаем назад лепнину. Либо изготавливаем ее, либо покупаем где-то. Так вот. Цена такого мероприятия очень даже сопоставима с ценой наших мероприятий. А иногда она может быть даже и выше. В зависимости от количества гипсовой лепнины. Чем больше гипсовой лепнины, тем будет дороже новодел. И не важно, кто что будет делать. Можно снять эту розетку, опустить ее вниз, и Саша ее сделает, там, ну, как бы заформует и приведет в нормальный вид за недельку. Сделаешь? Сделаешь. И такая же розетка будет стоить где-то в каком-то интернет-магазине, если ее найти, она будет стоить там 1020. Нет, нормально. Она не бесплатная, она не появляется просто так сама, не материализуется.
По ценам я думаю, что мы не дороже делаем, чем новый новодел, если считать все в комплексе. Дороже? Не дороже. В данный момент, что очень печально на самом деле. Должно быть намного. Для нас. Да, для нас это печально, потому что должно быть намного дороже. По идее. Ну, если считать труд. И материалы, которых в случае с новоделом уходит много, а в случае с восстановлением уходит ничего. Вообще ничего. Это вообще, ну как бы, плевок. Нет там никаких материалов. 2 мешка штукатурки, 2 мешка шпаклевки, ведро грунтовки. Ой. Ну что, перейдем к последнему пункту на моем листике. Это часть комментария, который был триггером этому ролику. И он как раз таки про деньги. Что надо делать новодел, таким образом мы сэкономим денег заказчику. И что правильно, экономить деньги заказчику. Вот. Про стоимость мы уже говорили выше. Я не думаю, что мы что-то там сильно перебираем, прям перетягиваем одеяло. Это нет. Второй момент, это называется «нет денег». Момент, где нет денег. Как вам такой момент? Ну, у всех по-разному, не бывает денег. У меня нет денег, это когда мне не за что доехать на работу, например, чтобы там одолжиться, чтобы обратно уехать. Это у меня, например, нет денег. Ну, как у работяги обычного. А у кого-то там, не знаю, не хватает там денег на азбуку вкуса, и приходится пойти покупать еду в Ашане или там в Призме какой-нибудь, да? То есть у него тоже нет денег, у этого человека, по его мнению. У него там лежит там 20 миллионов, а он хочет дом за 35, например. У него нет денег, не хватает ему. Так что нет денег, это такое, это чисто субъективная тема, ну, которую даже не стоит рассматривать никак. Есть еще один такой момент, для меня довольно-таки важный. Это то, что мы уже проходили, нам задавали, да. Это когда идти на поводу. То есть и говорят, сделай, давайте вы подешевле и похуже. Ну вот, ну понимаете, нет денег, ну туда-сюда, давайте вы подешевле, похуже. Так никогда не стоит поступать. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Потому что эти разговоры и вот эти вот все экономии забудутся, останется то, что ты сделал после тебя. И потом, через пару лет придут в гости к этому заказчику и спросят, кто сделал это говнище, почему оно отваливается? Да это какой-то бородатый мудак делал. А я же помог, вошел в положение человека, у меня денег нет, ну сделайте похуже. А потом вот так выльется ушатки на голову вот этого всего. И на всю жизнь будут. Не надо идти на поводу. Вот. И последний пункт, который ты хотел озвучить именно, про то, что можно обидеть. Да, очень удобно получается. А на этом моменте заходили собственники, и мы прервали нашу трансляцию. И уже поменяли положение камеры, наверное, или что-то в таком роде. И осталось-то всего пару предложений про пересчет чужих денег, да. Вот момент, когда можно обидеть, да, Нет, человека? Или ну, как-то? Ну, история такая. Мы абсолютно честны, откровенны, в общем, рассказываем как есть. В свое время наши старые добрые заказчики сделали нам справедливое замечание. Не считайте чужие деньги. Так произошло потому, что мы, ну, как бы, меряя по себе, мы всячески пытались сэкономить им деньги. То есть там, давайте так, давайте это. Вот. И получили такое замечание. Вот. И совсем, что, ну, это для нас на самом деле очень серьезный и хороший урок. Вот. И совершенно, вот мы эту тему все обсуждали, и совершенно недавно я, ну, просто подумала о том, что ведь этим на самом деле можно, ну, даже, ну, обидеть и, возможно, даже оскорбить человека, потому что, ну, своим суждением о его доходах. Он сам лично знает, какие у него доходы и на что он может рассчитывать. И не нужно лезть вообще в чужие финансы. Ну да, то есть, как бы человек может жить просто скромно, у него там полная тумбочка, скажем, там каких-то акций Норникеля, утрируя, да, а человек скромно живет, а ты ему пытаешься что-то там сэкономить, получаешь. Записать его в нищеброды, потому что ты так... Ну, не нищеброды, но как бы ну, человеку да. может быть обидно, почему вы за меня решаете, да? Да. То есть не стоит, ни при каких обстоятельствах не стоит вот, считать чужие деньги. И это касается в первую очередь тоже, это касается не тоже, а
Просто, в первую очередь, это касается финансовой тайны. То есть, кто кому за какие деньги чего делает. И вообще, в целом, кому чего досталось. Это очень важно. Потому что кому-то я сделал дешевле, кому-то сделал дороже. Потом эти люди встретятся, и всем будет неприятно. И в любом положении. Я так считаю. Поэтому я не называю открытых цен, как бы никогда. И призываю к этому, собственно, всех участников любых процессов. Есть такое понятие корпоративная тайна. Не надо лезть, не надо смотреть. Это никому не нужно. Абсолютно. Такие вот какие-то дела. И нам пора уже что-то поделать. Потому что мы уже тут, наверное, полчаса трем. В общем, такая позиция по вот таким вот, казалось бы, ключевым вопросам. Ролик этот назревал у меня в голове давно. Я думал, как бы, к чему бы его вот это самое приурочить или как-то так. А вот такие вот диалоги в комментариях. Ну, у всех своя позиция, и я уважаю позицию собеседника, и прошу уважать мою позицию тоже. Как бы, это честно, это справедливо. Ладно, пора нам что-нибудь поделать. Еще чуть поделаем, и уже пора будет домой идти. Вот. Ну, это на самом деле рутинный день. Одно и то же. Но мало будет. Хватит болтать, пойдем работать. Пойдем работать. Ну ладно. Пока-пока. Нет, не пока-пока. Ну, а делать мы будем, я же говорю, рутина. Будем доделывать вот этот участок. И, наверное, когда-нибудь, ну, скорее всего, потом я когда-нибудь покажу вам обязательно вот это вблизи. Оно достойно рассмотрения отдельного. Вот. Чего еще в тему этого ролика, да? В тему этих всех разговоров. Про людей, которые хотят что-то восстановить. Все двери, здесь анфилада, да, помните? Здесь анфилада, здесь были двери, они отданы уже в реставрацию, еще пачка дверей ждет, она тоже уйдет в реставрацию, все старые двери, все полы сохраняются, радиаторы выбрасываются, будут какие-то нормальные, потому что тут разнобой радиаторов, видите, там левые радиаторы. Пластиковые окна, новые, красивые пластиковые окна отправятся прямиком на помойку, туда, где им и самое и место. Потому что здесь будут нормальные окна, как они были раньше сделаны. То есть двойная нить остекления, форточки, вот это вот нужное все. Что на самом деле очень грамотно и правильно, потому что вот эти пластиковые окна не сообщают вашему помещению приточную вентиляцию. У вас нет притока. Либо вы постоянно открываете это окно, и весь вот этот вот гарь, вот этот шин летит вам прямо в нос. Форточки позволяют этого избежать. Как бы вот эти вот два окна, две форточки, они позволяют избежать вот такую вот страшно весомую проблему для старого фонда. Как по мне, вентиляция, приток по СНИПам 30 кубометров в час на человека, либо половина занимаемого человеком помещения для нормальной жизнедеятельности. В обычных помещениях в старом фонде с новыми окнами теряется абсолютно приток воздуха чистого. Здесь он задуман как приток через входные двери и через щели в окнах и форточки. Новые окна такого не позволяют. Кто, если сейчас вспомнил там бризеры, кивы, а как, куда ты будешь буриться? Нельзя. В исторический фасад нельзя ничего бурить. Ну, только можно, ну, очень богатым людям, которым все можно. Обычным людям это недоступно. Нельзя. Это большая проблема, вентиляция. Так что, вот, человек, который любит все старое. И все старое сохраняет. Сохраняет потолки по максимуму. Кстати, вот это просевшее место, нам приедет этот, ну, заказал собственник, только что заходил уже, заказал этот эндоскоп или как, не знаю, как правильно. Вот такую штуку с фонарем, чтобы к телефону подключить и посмотреть, что там происходит внутри. Вот. Поэтому по максимуму сохраняется, все сохраняется, сохраняется печь. Как говорил, она в процессе восстановления, сами изразцы, и она будет здесь потом. Ну, ей и место. Все по максимуму сохраняется. Даже родные стены, родная штукатурка. Здесь не родная, но так уже получилось. Но вот там родная, и она тоже будет сохранена. Пойдем работать. Хорош трепаться. Просили, подписчики просили побольше процессов, что-то показывать, сам ход. Ну, как бы тут ничего интересного, я же говорил, рутина у нас сегодня, полностью рутинная работа. Вот Саша как дерет.
Ничего я не деру. Отдирает. Она сама отпрыгивает. Я не даю ускорение Ага. и направление. Вон сколько там мел повсюду. А я хотел просто красивое место показать. Не, оно показалось красивым. Может, вам тоже покажется. Оп. Вот. Дед бил, не добил, бабка била, не добила. Тут все. У нас тут все. Вот. Синий мел, на нем серый алебастр, на нем новая штукатурка. Ну, я думаю, что этому ремонту лет 7-10, наверное. Ну, судя по тому, что мало все-таки трещин. Ну, где-то так, скорее всего, потому что так краска уже грязная. Но если оно так простояло такое время, то я думаю, если мы все почистим и сделаем как бы более крепче, то это простоит чуть подольше. Надеюсь. Но мы хотя бы трещины разошьем. Да, вот еще раз. Вот такое местечко. Там, Чё? мало того, там гипс сверху, ой, нет, штукатурка, сверху гипсовая накрывка, вот здесь желтенькое, это скорее всего оно лифой покрывалось. Да, вот. А потом уже идет разных цветов мел, голубой, синий, зеленый, всякие разные. И еще вот шпаклевочка, красочка. Это я алебастр сдираю, если что. Да, алебастр и гипсовая штукатурка. Вот так это работает тут. Так что вот так это происходит в процессе. То есть первый съем, первый подход, всего подхода 3. И мы еще подумали, что, наверное, где эти места, тут не будет сейчас видно, или будет. Ну вот здесь, помните, я показывал в прошлом ролике вот эти вот такие изъяны самого шаблона штукатурного, которым тянули. И мы подумали, что во время укрепления надо будет все-таки чуть-чуть их сошкурить. Ну, чтобы много не мазать сюда шпаклевки. Чуть именно то, что торчит, вот эти вот вытарчивающие как бы бугорочки. Чуть-чуть пройтись там слегонца. И плюс уберем еще остатки мела. Ну, да, чуть зароемся именно в накрывку, но мы не войдем внутрь нее, а как бы чуть-чуть пригладим. Вот это все. Вот. Вот так. Вот. Вот. А здесь будешь показывать? Давай ты сама покажи. Ну, вот сейчас почищаем, и уже очень хорошо стало видно место излома. Вот оно здесь разломалось, пошла трещина, тут смещение почти сантиметр, здесь смещение. Так оно пошло по карнизу и уже идет на потолок. И вот здесь можно заметить штукатурка крупная, возможно, даже уже замазывалась, либо это родная. Здесь явно, вот он, идет сильный провал. Это уже замазано чем-то. То есть такая рыхлая какая-то масса, непонятная, светлого цвета. Вот, и идет трещина, здесь замазана. И вот она продолжается прямо до сюда. Но здесь уже такого пролома нет визуально. Более-менее ровно. А вот эта вот часть довольно сильно провалилась. Вот можно, если ориентироваться по углу, как он в плоскости завален. Даже сейчас, вот я в горизонте, у меня камера примерно. И как сильно завален угол уже очень хорошо видно. В том числе и потолок. Я думаю, что это могло быть еще это самое. Я думаю, что так могло быть сделано изначально, но так бывает, что где-то неровности, и они так неровно могли сделать. Но потом, вследствие того, что это было не ровно, а было где-то, ну, как скажем, появился момент напряжений каких-то, и могло произойти, ну, в этом месте, там, доска, например, оторвалась, и еще что-нибудь. Там текло, там все время текло в том углу. Вот. Но мы потом еще более подробно посмотрим, когда привезут нам этот щуп и всякое разное, и мы туда залезем воском и посмотрим, что там вообще в реальности происходит. Вот. Ну и тут вот я тоже поковыряла доску. Она буквально, как, не знаю, трухлявая. Прям протыкается вот таким круглым ножом, и ее можно проткнуть. Мягкая-мягкая. Вот. Печаль. Ну потом посмотрим еще на нее. Да, там такой прогиб серьезный, но он как бы, ну, вот эта часть, которая не ломалась, вот эта правая часть вот этого вот выступающего укоса, она как бы сразу, у нее свой сразу угол почему-то. Может, так было сделано, неизвестно. Будет понятно чуть позже, наверное. Почти дочистили.
почти дочистили. Чуть-чуть не успели. Вот видно, какие повреждения тут у карниза, ну, со стороны, собственно, фасада, со стороны кровли, да. Много где, ну, очень так слабо все. И зарезок много получается из-за этого. Ну, в целом, вот Саша здесь выкопала что-то. Вот так вот. А мне предстоит выкапывать с этой стороны. Саша завтра не будет. Она не придет, приду я один и буду тут довыкопаю, дочищу потолок, надеюсь, такой типа план, ну как мы любим, да. И вот это все-таки место хотел бы завтра сделать. Тогда эта комната будет готова, если все это получится сделать. Вот, осталось как бы в этой комнатке работы не так-то много. Вот так, вот такие вот дела. Писали про розетку, писали про уксус, про уксусную кислоту. Я тоже думал об этом. Я думал об этом чуть раньше. Скорее всего, я применю когда-нибудь, потом чуть позже. Сделаю компресс. Снимать я ее не хочу оттуда, эту розетку. Я попробую сделать компресс на потолке. Но это будет где-то там, в будущем. На сегодня пора заканчивать уже. Все, эту движуху, и так очень много всего. Ну вот какие-то такие дела, какие-то сегодня такие были откровения в ролике. Я долго думал о том, как бы вот сказать, а что сказать. Ну, как бы это все-таки часть моей жизни, этот ролик. Я трачу на это фактически все свободное время. Вот. И это какое-то некое детище, этот канал. И все, что мы делаем, это как бы пропускающие из себя, ну, как бы эмпатия, все вот эти вот штуки, стрессы и так далее. Так что... Пишите, что вы думаете по этому поводу. Давайте заводить какие-то дискуссии в комментариях. И если будет что-то действительно такое хорошо стоящее, интересное, я посвящу этому отдельный материал, естественно, какой-нибудь. Всего доброго, всего хорошего. До свидания. Пока-пока.